7 любимых способов нарцисса обвинить вас в отношениях. Почему нарцисс всегда обвиняет человека, с которым он находится в отношениях? Потому что нарцисс, в принципе, не может взять на себя ответственность ни за что из того, что он делает. Соответственно, ему очень важно переложить эту ответственность на другого человека. А как это легче всего сделать? Обвинить другого человека. Почему нарцисс перекладывает ответственность? Ну, много раз с вами об этом говорили, потому что у нарцисса есть нестабильная такая вот структура личности с какой-то внутренней пустотой, неуверенностью в себе, с базовым убеждением в собственной неполноценности. Соответственно, куда ему там еще брать на себя ответственность? Все свои силы он тратит на получение нарциссического ресурса, то есть на получение подтверждения своей значимости от других людей. Какая там ответственность? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем 7 самых таких популярных способов, как нарцисс обвиняет человека, с которым он находится в отношениях. Это очень важно знать, потому что если вы будете это слышать, вы будете сразу узнавать, что вот сейчас происходит, и вы будете знать, как на это реагировать. Если вам эта тема кажется интересной, обязательно поставьте лайк под видео, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли его посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписались, и мы начинаем. Первая вещь, это просто такой, знаете, стандарт и шлягер, это «ты меня разозлила». Ты своим поведением сделала так, что я злюсь. Ты меня разозлила, ты виновата в том, что я злюсь. То есть перекладывание ответственности за свои эмоции, что вообще невозможно, на другого человека. Ты виновата, что я что-то чувствую. И, соответственно, это как бы и снятие с себя ответственности за то, что он разозлился и как-то себя вел. Почему нарцисс часто злится? Потому что, в принципе, про них люди говорят часто, которые находятся с ними в отношениях, что это такой человек постоянно озлобленный. Почему он озлобленный? Он ненавидит себя. Он не любит себя, он понимает, что ему не за что себя любить. Понимаете, смысл же нарциссической травмы заключается в том, что мне родители в детстве не дали вот это вот ощущение того, что я могу себя по умолчанию любить. То есть чувства вот этой окейности по умолчанию нет. Соответственно, по умолчанию я себя ненавижу. Я ненавижу, я злой на всех вокруг. И когда я злюсь, в том числе на человека, с которым я коммуницирую больше всего, на близкого человека, то когда я злюсь, потом кто в этом виноват, кто ответственен? Мы помним, что нарцисс перекладывает ответственность. Ты сама сделала так, что я разозлился. Ну, предположим, он разозлился на вас, когда вы начали какой-то разговор. Ну, кто начал разговор? Вы. Значит, кто виноват в том, что он разозлился? Тоже вы. Ну, такая логика у нарцисса. Ты заставила меня это сделать. То есть, опять же, ответственность на тебе. Я тебе изменил, потому что ты вот так со мной плохо разговаривала. Ты столько подозревала меня в изменах, что я решил таки изменить. Ты виновата, ты заставила меня это сделать. Я не знаю, ты заставила меня пойти напиться, потому что плохо со мной разговаривала, злила меня там. Ты заставила меня там, я не знаю, как-то себя вести. То есть получается ответственность за действия, в которых нарцисс понимает, что это действие, ну, не очень такое красивое, он в свете этого своего поступка не очень хорошо выглядит. Соответственно, он как будто бы отделяет от себя это действие и мотивы того, что он так поступил, и передает это вам. То есть вы заставили меня поступить вот так нехорошо. Это твоя вина вообще. Ты заставила меня соврать. Я соврал из-за того, что это твоя ответственность. Ты делаешь так, что я лгу. Почему нарцисс может так говорить? Потому что нарцисс постоянно лжет. Прежде всего, нарцисс лжет себе. У него есть какое-то представление о себе, вот такой вот яркий, фасадный какой-то вот образ, который он пытается поверить в него через то, что убедить других людей в этом. То есть, на самом деле, нарциссу для того, чтобы любить себя, но не настоящего, потому что себя он любить не может по умолчанию. Вот если бы он смог когда-то посмотреть на себя, то он бы себя увидел хуже, чем он есть. Он бы увидел себя в черном свете. Поэтому он компенсаторно выстраивает этот вот яркий фасад. А для того, чтобы он сам в него поверил, ему нужно убедить окружающих людей в том, что он действительно такой, что он вот такой достигающий, что он такой умный, что он такой, я не знаю, там, эмоциональный, что у него так много друзей, он такой имеет столько влияния, что ли, власти. Соответственно, он постоянно всем лжет, и в какой-то момент, конечно, он начинает лгать и вам. Ну, просто потому что ложь для него это опция выбора. Но поскольку ложь для него опция выбора, и он лжет вам, в какой-то момент вы можете его вскрыть. Ну, там, например, ты же говорил, что ты сегодня пойдешь вечером с друзьями, а пошел с какими-то своими коллегами, там, с какими-то женщинами. Ну или не знаю, ну в чем-то вы его вскрыли. В этой ситуации он начинает обвинять вас, потому что вы инициировали этот вопрос. Вы как бы вскрыли его ложь. Соответственно, он сразу как-то пытается притянуть к тому, что если бы ты об этом не говорила, то как бы ты бы мою ложь бы не вскрыла. И, соответственно, получается, что солгать ты меня заставила. Нечего было меня расспрашивать, нечего было вообще лезть в мои дела. Вот раз ты начала меня спрашивать, я как бы и соврал, потому что что ж мне оставалось делать? Ты меня спровоцировала. Ну, это тоже классика, потому что нарциссу очень важно, если он поступил как-то не очень красиво с вашей точки зрения или даже с его точки зрения, ему очень важно этот некрасивый поступок переложить вам. Предположим, вы ему что-то сказали, ему это не понравилось, он разозлился и, скажем, толкнул вас.
Он понимает, что это не очень красивый был с его точки зрения ход, и ему важно взять и переложить на вас ответственность, что вы его спровоцировали. Раз вы его спровоцировали, он, значит, не виноват, значит, в принципе, он бы как бы этого почти что и не делал. Это, ну, грубо говоря, ты меня спровоцировала, я тут жертва, и ты сама себя толкнула моими руками. Ну, он вот так вот вычурно вообще выглядит. Почему так происходит? Дело в том, что у людей с нарциссическими чертами личностями есть вот эта вот эмоциональная незрелость, которая проявляется в том, что между эмоцией, которую мы чувствуем, а все люди чувствуют эмоции, и поведением, которое следует из этой эмоции, у нарцисса нету вот той самой, знаете, вот воли, нету, он не вкладывает в свое сознание. То есть он разозлился и тут же толкнул, разозлился и тут же сказал какую-то гадость. Взрослые люди, зрелые, мы можем чувствовать какую-то эмоцию, но мы ее преломляем через наше сознание и выбираем то поведение, которое следует из этой эмоции. Если человек ведет себя, ну, так больше похоже на животное или на ребенка, на такого импульсивного, то вот тогда он не может выбирать поведение. У него поведение как будто бы автоматически привязано к той эмоции, которую он почувствовал. Он чувствует раздражение и говорит гадости. Это происходит автоматически, он даже не может туда влезть, чтобы как-то это настроить. Соответственно, нарцисс часто обвиняет так вот вперемешку с каким-то обесцениванием, когда говорит, что ты ненадежная, на тебя нельзя положиться. Я думал, что ты вот, ну, такая-то, а ты оказалась, что не такая. Я думал, что ты пойдешь со мной там, куда я хотел, а ты не пойдешь. То есть происходит такое, как будто бы попытка, ну, задеть вас за живое, чтобы вы начали как будто бы доказывать ему, да нет, я надежная, там, или, например, ничего тебе нельзя рассказывать, ничего я не могу тебе там сказать, на тебя нельзя положиться. Я думал, что ты всегда будешь там, ну, считать, соответствовать моим ожиданиям, а ты не соответствуешь моим ожиданиям. Но только говорится это в виде такого обвинения, что, ну, вот видишь, какая ты, положиться на тебя нельзя. Подожди, ты пытаешься меня запутать. Нарцисс часто может обвинять человека, с которым он находится в отношениях, в том, что тот его запутывает, таким образом пытаясь, собственно, его запутать. Как это может выглядеть? Предположим, у вас есть договоренность, что ваш мужчина не встречается со своей бывшей женщиной. Ну, вы так договорились, и он, в принципе, участвует в этой договоренности. И вот вы узнаете, что он был вчера в каком-то пабе. Он там был, и вы знаете, что, ну, косвенно как-то узнали, что там была эта женщина. И вы его спрашиваете, что ты там был там, вот, в общем, в этом пабе? Он говорит, да, был. А там же вот твоя бывшая женщина была. Нет, ее там не было. А как? Ну, вот же там есть какие-то, например, фотографии, или кто-то другой говорит. Подожди. Ты пытаешься меня запутать. То есть в ситуации, когда он приперт к стене, когда ему, как бы, так сказать, нечем крыть, он начинает просто, так сказать, ну, съезжать. Говорит, подожди, я ничего не понимаю, что ты говоришь. Ты пытаешься меня запутать. То есть ты меня, получается, как будто бы газлайтишь. Ну, вот такое послание у нарцисса. Соответственно, если вы сами чувствительны к тому, что вас кто-то пытается запутать, вы начинаете думать, так, подожди, может я сам или как-то непонятно говорю. Вы начинаете, возможно, раздражаться из-за того, что ты человеку говоришь какие-то понятные вещи, а он тебе начинает так как-то дурака включать. Часто бывает, что нарцисс начинает обвинять вас в том, что вы пытаетесь запутать его. В этот самый момент вы знаете, что он пытается запутать вас. Следующая вещь, которой нарцисс может обвинять вас, это если он будет вам говорить о том, что вот то, о чем вы говорите, не имеет значения, потому что у вас ПМС, у вас какая-то болезнь, может быть, он будет говорить так, ты устала. Слушай, ты, по-моему, устала, тебе нужно выспаться. Вот что-то ты такое говоришь, вообще не то, что нужно. То есть как это может выглядеть? Предположим, нарцисс что-то сделал или сказал, что вызывает у вас такую эмоцию, как злость. Вы эту злость, как здоровый человек, как-то, ну, так экологично показываете, сообщаете ему о том, что вы злитесь. И он вам говорит, что, ну, ты злишься, вот то, что ты сейчас говоришь, это, скорее всего, связано с тем, что у тебя ПМС. Или с тем, что ты, например, наверное, ночью плохо спала, тебе надо к доктору сходить. То есть твоя злость не связана со мной, нарциссом, твоя злость связана с твоим какой-то болезнью. То есть это очень похоже на газлайтинг, только в газлайтинге газлайтер старается как бы выбить почву переговорную из-под ног своего собеседника, ссылаясь на то, что тот, возможно, как бы немножко сумасшедший и умственно как-то не очень полноценен. А здесь то же самое, только говорится не касаемо там психических каких-то способностей, а касаемо общефизических способностей. Ты больная, ты заболела, тебе плохо, ты сейчас слабая, ты утомленная, у тебя там какие-то гормональные вопросы. Ты сейчас просто, ну, как будто бы сама собой не владеешь, все, что ты говоришь, не имеет никакого значения. Ко мне-то уж точно это не может относиться, потому что у тебя проблема. Проблема не во мне, проблема в тебе. Вот такое послание. И еще одна распространенная обвинялка от нарцисса, это что ты должна была знать, как я отреагирую. Ты же знаешь, как я на это реагирую, зачем ты это делаешь? То есть, понимаете, нарцисс реагирует каким-то таким образом, который ему потом самому понятно, что это было не очень хорошо. Ну, предположим, он там наговорил гадости, он, не знаю, вас толкнул, он, скажем, там, не знаю, разбил что-то. Ну, и сделал что-то, что даже ему понятно, что это, ну, не очень хорошо, ни в какие ворота не лезет. И он говорит вам, ну, ты же меня давно уже знаешь, ты же знаешь, какой я человек.
Ты же знаешь, что каждый раз, когда ты мне начинаешь говорить по поводу того, что я не могу там идти вот в пятницу вечером пить со своими там братанами там футбол смотреть, потому что тебе это не нравится, я не переношу это твой контроль, и, соответственно, я ору на тебя, ты же знал, как я буду реагировать. То есть вроде как это не проблема в том, что он такой вот поломанный в плане своей реакции, а проблема в том, что вы, зная, что он такой поломанный, как бы ничего по этому поводу не сделали. Опять же, ответственность таким вот совершенно уродливым, вычурным способом перекладывается, все-таки пытается переложить и носит ее с себя на вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы сталкивались с ситуацией, когда вам говорили о том, что ты сама виновата, ты меня спровоцировала, я разозлился из-за тебя, там вот все вот эти вот какие-то обвинялки нарциссов. Если вы хотя бы что-то слышали, напишите пример, чтобы другие подписчики могли видеть, в каком, так сказать, практическом исполнении это вообще может встречаться. И если у вас есть опыт успешного противостояния, напишите, как вы противостояли этим обвинениям, то есть как вы человека ставили на место. Если вам это видео понравилось, тема кажется такой важной, горячей, ставьте лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья могли посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, чтобы меня не потерять. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.